специально проснулась рано, чтобы снять рассвет. Но солнышко еще где-то далеко. Что-то красиво. С 6 утра караулю рассвет. Наконец-то я его поймала. Что может быть красивее рассвета на море? Тут солнечная дорожка. Новый день, новый город. И сегодня это столица Каталонии, Барселона. Проезжаем Всемирный торговый центр и приближаемся к горе Монжуик. Переводится как Еврейская гора. Высота 173 метра. Здесь Барселона принимала Всемирную выставку 1929 года и летние Олимпийские игры в 1992 году. Это Олимпийский стадион. Здесь во время открытия Олимпийских игр гимн пели Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Отсюда хорошо виден купол Дворца спорта. Там вдали видна интересная конструкция. Это телебашня Монжуик. Была построена к началу Олимпийских игр. Ее высота 136 метров. Она олицетворяет собой спортсмена, держащего факел олимпийского огня. Индустриальный район Барселоны, а это интересное здание, это текстильная фабрика. Проезжаем здание международной выставки и приближаемся к площади Испании. Площадь Испании украшает центральный фонтан. Его спроектировал ученик Антонио Гауди Хосе Мария Жужоль в 1929 году. Здание из красного кирпича круглой формы Arenas de Barcelona изначально использовалось в качестве арены для боя быков, но после запрета корриды было реконструировано и переоборудовано. С 2011 года является торговым и спортивным центром, а также концертным залом. С этой плоской крыши открывается панорамный вид города на 360 градусов. Сейчас мы едем по очень элегантной улице Пасео де Грасия. Это один из важнейших торговых и деловых районов города. Это здание с красивым куполом изначально принадлежало страховой компании «Союз» и «Феникс». Поэтому купол увенчан символом компании, мальчиком, сидящим на Фениксе. Сейчас это жилой дом. Мы приближаемся к кварталу Несогласия, названного так из-за стилической неоднородности образующих его модернистских зданий.
Перед нами дом Лео Морера, шестиэтажное жилое здание, шедевр каталонского модерна. Дом принадлежал семье фабрикантов Морера. В 1906 году по поручению главы семьи учитель Гауди Доминика Монтанера переконструировал здание. Дом Амалье принадлежал кондитеру Антонио Амалье. Создал его архитектор Пуччо Кадафалк в 1900 году. В верхних этажах здания размещается Институт испанского искусства. Соседнее здание – это архитектурный шедевр Антонио Гауди «Дом Бальо». Его также называют «Дракон Гауди», который он перестроил в 1906 году по заказу текстильного магната Бальо Касановаса. Архитектора вдохновила легенда о святом Георгии и его победе над драконом. Крыша выглядит как чешуйчатая спина дракона. Окна украшены костями и черепами. Меч святого Георгия, вонзенный в хребет дракона, представлен в виде башенки, увенчанной Георгиевским крестом. Трудно себе представить, что там живут люди. Также там находится музей. Перед нами еще одна достопримечательность каталонской столицы – Каса Мила. Этот жилой дом построил в 1910 году Антонио Гауди для семьи Мила. Это здание по размерам выделялось на элегантной улице, и сначала барселонцы его не взлюбили. Обозвали его каменоломней за неровный и тяжеловесный фасад. А сейчас дом Мила включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На первом этаже расположен выставочный зал, в котором организуются временные экспозиции. На остальных этажах размещаются офисы, некоторые квартиры по-прежнему занимают каталонские семьи. Это последний светский проект Гауди, после которого он полностью посвятил себя работе над храмом Саграда Фамилия, куда мы сейчас и направляемся. В предвкушении увидеть чудо архитектурного зодчества мы подходим к храму Святого Семейства. Изначально строительство храма возглавлял архитектор Дель Вилья и планировал закончить его за 10 лет. Он не знал, как развить проект и передал в 1882 году право продолжения строительства Антонио Гауди, который посвятил храму почти 40 лет своей жизни. Это самый известный долгострой в мире. Он строится исключительно на пожертвования. Многие спрашивали Гауди, когда же будет завершено создание Саграда Фамилии. Он хитро отвечал: «Мой заказчик не торопится», намекая на Всевышнего. Планируется закончить строительство в 2026 году, к 100-летней годовщине смерти Антонио Гауди. В 2010 году храм был освящен папой Бенедиктом XVI и был официально готов к богослужению. Храму было присвоено звание Малой Папской базилики. Жители, которые живут поблизости, шутят, что это их районная церковь. Посетив одну знаковую достопримечательность Каталонии, мы отправляемся к другой – горе Монсеррат. Она находится в 50 километрах от Барселоны. Темное цилиндрическое здание – это Банк Барселоны. А вот это квадратное серое здание – это торговый центр. Выезжаем из Барселоны
И приближаемся к национальному парку Монсеррат. Отсюда уже хорошо виден монастырь. Создается впечатление, что он расположен на террасе горы. Это главный духовный символ и гордость Каталонии – Бенедиктинский монастырь. В 1025 году его основал аббат Алибер Польский, и с тех пор он неоднократно подвергался нападениям. А в 1811 году, после битвы при Монсеррате, монастырь был подожжен и разрушен. На восстановление понадобилось более 100 лет. Современный облик он обрел только в XX веке. Мы поднялись на высоту 725 метров над уровнем моря. Монсеррат переводится с каталонского как «распиленная гора». Мон – гора, Серрат – пила. Существует красивая легенда, что ангелам на небе стало скучно. Они взяли золотые пилы, распилили эту известняковую гору и украсили ее разнообразными фигурами. А ученые доказали, что на этом месте когда-то было озеро, поэтому такая причудливая форма у этих пик и скал. Такая необычная скульптура рыцаря – это работа каталонского скульптора Субиракса. Сувенирный магазин, а здесь изображена эмблема Монсеррата – М и золотая пила. Монастырь финансово абсолютно автономен. У них есть своя инфраструктура, банк, почта, сувенирные магазины, отделение полиции, отели, рестораны. У них даже есть своя типография, где печатаются не только религиозные книги, но также книги для детей, но все на каталонском языке. Также у них имеется свой источник с питьевой водой. В этом здании живут монахи. Эти маленькие окошки – это окна их келей. Главная святыня монастыря – это Дева Мария Монсерратская, известная также как Черная Мадонна. Она является покровительницей Каталонии, и, согласно преданию, Мадонна Монсеррат потемнела, потому что вбрала в себя грехи всего человечества. Статую Девы Марии нашли в пещере недалеко отсюда, и вокруг нее построили базилику. В стенах этой базилики во времена диктатуры Франко проводились службы и обряды венчания на запрещенном тогда каталонском языке. Здесь все продумано, даже есть гостиничный комплекс для паломников и туристов. В 1811 году монастырь был подожжен и разрушен войском Наполеона. Погибло много монахов. От первоначальных строений остался этот дворик.
У входа в базилику нас встречает статуя аббата Алибы, первого основателя монастыря. В 2025 году монастырю исполнится 1000 лет. Вход в часовню Девы Марии Монсерратской. Идем к Черной Мадонне, и отсюда видна базилика. Этот орган состоит из 4000 труб. По обе стороны этого коридора изображены святые женщины. Флаги Каталонии и Монсеррата. Статуя мальчика. Он жил при монастыре и собирал подаяние. Умер в юном возрасте и увековечен с коробкой, куда можно положить пожертвования. У каталонцев есть традиция. До свадьбы молодые пары приходят к Деве Марии и просят благословения. Также женщины, которые не могут забеременеть, просят у нее помощи. Черная Мадонна держит сферу. Она символизирует могущество, а Иисус держит шишку, символ плодородия. Существует поверье, если прикоснуться к сфере и загадать желание, оно обязательно сбудется. Это главный алтарь с изображением Девы Марии. На этом месте когда-то находился древний алтарь, и считается, что в этом кругу очень сильная энергетика, и люди заряжаются энергией. Мы тоже решили подзарядиться. Кому она помешает? Лишняя положительная энергия. Вход в базилику Девы Марии. Отсюда видно через окно в часовню, как люди подходят к Черной Мадонне. Монастырь славится хором мальчиков. Каждый день, за исключением субботы,
Они исполняют благословение Деве Марии здесь, в базилике, возле алтаря. Но сейчас пасхальная неделя, и мальчики уехали на каникулы, поэтому нам не удалось услышать это удивительное пение. Хор состоит из 50 мальчиков. Они проживают в монастыре и получают престижное светское образование параллельно с музыкальным. Школа была создана в XIII веке. Отсюда не видно, но там в одной из пещер нашли черную Мадонну в 878 году. Я с ним договорюсь. Разговаривай. Я ж с Ташкента, мы еще как договоримся. Сейчас перепугался. Чебрец, лук, перец. Эвкалиптус есть, да? Есть. Давайте пробовать сразу или сразу. Нет. Нету времени. Купили. Ладно. И вот сыр тоже очень вкусный. Николай тоже наш. Все, спасибо, Благодарю, Коля. дай Бог счастья, Успеха. здоровья, удачи. Очень приятно Спасибо, было. счастливо, Берегите себя, до пока. свидания. Спасибо. Всего хорошего. Пока, спасибо. Возвращаемся в порт и проезжаем Манжуйское кладбище. Оно занимает часть горы Манжуик и было построено в виде террас по указанию мэра Барселоны в 1883 году после расширения территории и увеличения численности ее жителей. Сейчас на кладбище имеется более 1 миллиона погребений. Практически все склепы, скульптуры, памятники и монументы выполнены в готическом стиле. Здесь похоронены многие известные люди. W Hotel такой же, как в Дубае, только в 3 раза меньше. Действительно под мостом летит. Под мостом. Вау, под мостом пролетел. Мост огромный, это граница между Испанией и Евросоюзом. Прощаемся с Испанией и держим курс на Францию. Завтра мы будем в Марселе.